Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Люба, и вы на канале о вязании. И это вторая часть видео, в котором мы вяжем слоненка. Всем приятного просмотра! Отсчитываем 3 петли и между третьей и четвертой петелькой завязываем узелок. Теперь эти 3 петли закрываем и образовавшиеся петли отмечаем маркером. Теперь в каждую получившуюся петлю мы должны сделать прибавку. Захватываем переднюю стеночку петли и протягиваем через нее 2 петли от рабочей нити. Следующую петлю также захватываем за переднюю стеночку петли и протягиваем 2 петли от рабочей нити. Всего мы должны протянуть 6 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. У нас получилось 6 петель. И теперь в следующем ряду в каждую петлю мы делаем прибавку. Захватываем петлю за переднюю стенку и протягиваем 2 петли от рабочей нити в каждую петлю. В итоге у нас должно получиться 12 петель. И начиная с самой первой петли ряд потом закрываем. Вяжем следующий ряд. В одну петельку мы протягиваем одну петлю, во вторую делаем прибавку. Одну петлю протянули, во вторую делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И так чередуем до конца ряда. В одну петлю протягиваем одну петлю, во вторую делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И в этом ряду у нас должно получиться 18 петель. И потом, начиная с самой первой петли, ряд закрываем. Следующий ряд вяжем 2 петли, протягиваем в каждую по одной петле, в третью делаем прибавку. Раз петлю протянули, следующую вторую петлю протянули, и в третью петлю мы делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И таким образом провязываем до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 24 петли. И начиная с самой первой петли, ряд потом закрываем. Итак, вяжем следующий ряд. 3 петли мы провязываем в каждую по одной петле, в четвертую делаем прибавку. Протягиваем 1, 2, 3, в каждую петлю по одной, и в четвертую мы делаем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити. И таким образом довяжите ряд до конца. В этом ряду у нас должно быть 30 петель, и потом, начиная с самой первой петли, ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. 4 петли мы протягиваем в каждую по одной петле, в пятую делаем прибавку. Захватываем за переднюю стеночку петли,
Протягиваем 4 петли от рабочей нити в каждую по одной петле, а в пятую делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 36 петель, и потом, начиная с самой первой петли, мы ряд закрываем. Вяжем следующий ряд. 5 петель провязываем в каждую петлю по одной петле, в шестую делаем прибавку. Захватываем переднюю стеночку петли и протягиваем в каждую петлю по одной петле 5 раз, и в шестую мы делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. И таким же образом довяжите этот ряд до конца. В этом ряду у нас должно получиться 42 петли. И начиная с первой петли, ряд потом закрываем. Далее вяжем следующий ряд у нас без изменений. Мы протягиваем в каждую петлю по одной петле, но ряд не закрываем. В этом ряду будем ввязывать ушки. Протяните самостоятельно 42 петли. Протянули все петли до конца ряда, и теперь нам нужно отметить маркерами те петельки, за которые мы будем ввязывать ушки. Итак, вот это вот петля, с которой мы начинаем закрывать ряд. Вот она, мы ее не считаем. Начинаем считать со следующей петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Девятую петлю отмечаем маркером и считаем эту же петлю с маркером. 1, 2, 3 и отмечаем четвертую петлю маркером. За эти 4 петли мы будем ввязывать ушки. И теперь считаем с другой стороны. Опять это наша петля, вот она, с которой мы закрываем ряд. Мы ее опять не считаем. Начинаем считать со следующей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Девятую петлю отмечаем маркером. И начинаем отсчитывать с нее же. 1, 2, 3 и четвертую петлю отмечаем маркером. Дальше берем наши ушки, вкладываем их, вот у нас лицевая сторона, а это у нас изнаночная сторона. Изнаночной стороной, там вот где у нас был шов, там где мы закончили вязать ряд, складываем вот так вот вместе. И смотрим, чтобы петельки смотрели друг на друга, то есть с каждой стороны по одной петле, вот так вот. У нас должно получиться 4 пары петель. 1, 2, 3, 4. Вот за эти 4 петли мы будем ввязывать вот так вот ухо. Итак, прикладываем вот так вот ухо с одной стороны. Так, считаем еще раз. 1, 2, 3, 4. Вот это вот последняя пара петель у нас. И мы продеваем ту петлю, которая с маркером. 1. Следующая пара у нас 1, 2, 3. Вот она. Продеваем еще одну петлю. Следующая пара. Это у нас третья петля. И последняя, четвертая, которая с маркером. И теперь проделываем то же самое с другим ухом. Также складываем вместе.
И вот таким вот образом вытягиваем петли. 1, 2, 3, 4. Первая пара. Вытягиваем петлю, которая с маркером. Дальше вторая пара. Третья. И последняя, четвертая пара. Подтягиваем петельки, чтобы они у нас не убегали. Петли очень маленькие, могут убежать. Смотрим, чтобы у нас все было ровненько. Итак, мы с вами ввязали ушки, протянули их с каждой стороны за 4 петельки, но ряд еще не закрыли. Сейчас нам нужно отметить маркером вот эту вот центральную петлю, с которой мы начинаем закрывать ряд. Просто вот отмечаем ее маркером. Эта отметка нам в дальнейшем понадобится как ориентир. И теперь, начиная с этой петли, мы ряд закрываем. Там, где мы ввязывали, можно воспользоваться крючком. Закрыли полностью весь ряд, и у нас должна получиться вот такая вот деталь. Это у нас лицевая сторона, это у нас задняя сторона. И дальше вяжем 5 рядов без изменений, протягивая в каждую петлю по одной петле. У нас в работе 42 петли. 42 петли протянули, ряд закрыли, протянули, ряд закрыли. Провяжите эти 5 рядочков самостоятельно. Итак, после того, как мы ввязали ушки, мы провязали еще 5 рядов, протягивая в каждую петлю по одной петле. В работе у нас сейчас 42 петли, и мы продолжаем вязать дальше. Итак, вот наш маркер, на который мы должны ориентироваться. И у нас, как видите, произошло небольшое смещение, поэтому сейчас мы должны 2 петельки протянуть так, чтобы эта петля у нас была напротив маркера, и эти 2 петли мы закрываем. И теперь продолжаем вязать именно с этого места. Протягиваем 16 петель, в каждую петлю по одной петле. Протянули 16 петель, и вот эту вот первую петельку мы сейчас отметим маркером. Мы должны будем вернуться к этой петельке. Итак, 16 петель мы протянули, закрываем эти 16 петель. Дальше мы должны провязать цепочку из 4 петель. Следующую петлю от рабочей нити протягиваем через имеющуюся петлю. Дальше следующую петлю протягиваем через петлю. Еще раз. Мы должны набрать 4 петли. 1, 2, 3. И еще одна. 4. Смотрим. 1, 2, 3, 4. Дальше считаем. Вот мы закончили, последняя петля у нас тут 16. Следующие петли считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10-ю петлю захватываем переднюю стеночку. И вот эту вот петлю мы продеваем. У нас должно получиться вот так. И дальше до конца ряда нам нужно протянуть еще 16 петель. В каждую петлю по одной петле. И мы пришли к той петле, которая у нас отмечена маркером. Она у нас последняя, 16-я.
И теперь закрываем оставшиеся эти 16 петель. И сейчас пересчитайте петельки. В этом ряду их должно получиться 36 петель. Итак, вяжем следующий ряд. 2 петли мы протягиваем просто в каждую петлю по одной. Дальше у нас идет комбинация, которая состоит из одной убавки и 4 петли. Эту комбинацию 1 убавка 4 петли мы должны провязать 5 раз. Делаем 1 убавка, протягиваем петлю от рабочей нити и эту же петельку протягиваем через вторую. 1 убавка и 4 петли, в каждую по одной. Раз, 2, 3, 4. Связали первый раз. Нам так надо провязать 5 раз. Дальше опять убавка. Четыре петли, в каждую по одной. Второй раз провязали. Дальше у нас убавка. Захватываем петлю за переднюю стеночку. Протягиваем петлю от рабочей нити и потом эту же петлю протягиваем через следующую. Убавка и 4 петли. Раз, 2, 3, 4. Это мы связали третий раз. Дальше убавка. 4 петли. Раз, 2, 3, 4. Четвертый раз. И последний раз мы вяжем эту комбинацию убавка и 4 петли. Раз, 2, 3, 4. Дальше мы делаем 1 убавка, и в конце останется провязать 2 петли, в каждую по одной. И в этом ряду у нас должно получиться 30 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. Следующий ряд мы вяжем 3 петли, провязываем в каждую по одной петле, четвертую, пятую убавляем. Раз, 2, 3 и убавка. Протягиваем петлю сначала в четвертую и теперь эту же петлю в пятую. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 24 петли. И потом, начиная с первой петли, мы ряд закрываем. Следующий ряд вяжем. Первые 2 петли провязываем в каждую петлю по одной, третью, четвертую убавляем. Раз, 2. Захватываем третью петлю, протягиваем петлю от рабочей нити и эту же петлю протягиваем через четвертую петлю. И вяжем так до конца ряда. 2 петли в каждую по одной, третью, четвертую убавляем. И в этом ряду у нас должно получиться 18 петель. И потом, начиная с самой первой петли, ряд закрываем.
Итак, вяжем следующий ряд. Следующий ряд нам нужно также протянуть 18 петель без изменений. Единственное, что мы их будем протягивать за обе стеночки петли. То есть мы подхватываем и заднюю стеночку, и переднюю стеночку и продеваем в каждую петлю по одной петле. По кругу у нас в работе 18 петель. И начиная с первой петли ряд закрываем. Следующие два ряда нам нужно провязать без изменений. Протягиваем в каждую петлю по одной петле. Петельку теперь опять захватываем за переднюю стеночку. У нас в работе 18 петель и нужно провязать еще два ряда. Провяжите, пожалуйста, эти рядочки самостоятельно. Провязали два ряда без изменений, в каждом ряду по 18 петель, и следующий ряд мы делаем прибавки. Провязываем 2 петли в каждую по одной, в третью делаем прибавку. Протягиваем 1, 2, в третью делаем прибавку. Протягиваем 2 петли от рабочей нити. 2 петли в каждую по одной, в третью делаем прибавку. И так провяжите до конца ряда. В этом ряду у нас должно получиться 24 петли. И потом, начиная с первой петли, ряд закрываем. Следующий ряд вяжем без изменений, протягиваем в каждую петлю по одной петле. У нас в работе 24 петли, и начиная с первой петли, потом ряд закрываем. Вяжем следующий ряд, протягиваем 15 петель в каждую петлю по одной. Пятнадцать петель протянули, дальше мы вяжем 6 прибавок, то есть в каждую петлю мы должны протянуть по 2 петли 6 раз. Раз прибавка, 2 прибавка, в одну петлю протягиваем по 2 петли, 3 прибавка, 4 прибавка, 5 прибавка и последняя, 6-я прибавка. Протянули 2 петли в одну, и в конце нам остается протянуть еще 3 петли. В этом ряду у нас должно получиться 30 петель, и начиная с самой первой петли ряд закрываем. Следующий ряд вяжем без изменений, протягиваем в каждую петлю по одной петле. В работе 30 петель, и начиная с самой первой петли ряд закрываем. Вяжем следующий ряд, протягиваем 16 петель в каждую по одной петле.
Дальше вяжем следующую комбинацию. Прибавка, петля, прибавка, петля. И эту комбинацию нам нужно повторить 6 раз. Вяжем прибавку, протягиваем 2 петли от рабочей нити, в следующую петлю 1. Провязали 1. Дальше прибавка, петля, 2. Следующую вяжем 3 раз, прибавка, 2 петли в 1, в следующую 1 петля, 3, прибавка, следующую петлю, петля 1, 4, прибавка, петля, это было 5, и прибавка, и петля. Мы провязали эту комбинацию 6 раз, и в конце нам еще остается протянуть 2 петли в каждую по 1. И в этом ряду у нас должно получиться 36 петелек. Пересчитайте, пожалуйста, петельки. И начиная с первой петли мы ряд закрываем. Дальше вяжем 4 ряда без изменений, протягивая в каждую петлю по 1 петле, ряд закрываем. Сейчас у нас в работе 36 петель. Провяжите самостоятельно эти 4 ряда. Итак, мы закончили вязать 4 ряда по 36 петель в каждом ряду. Я уже немножко набила голову, немножко набила туловище. И мы продолжаем вязать следующий ряд. Теперь мы начинаем вязать убавки, и следующий ряд вяжем таким образом. 4 петли мы протягиваем в каждую по 1, 5-ю, 6-ю убавляем. Пятую, 6-ю делаем убавку, протягиваем сначала через 5-ю петлю и эту же петлю через 6-ю. И дальше повторяем до конца ряда. 4 петли мы протягиваем в каждую по 1, 5-ю, 6-ю убавляем. В этом ряду у нас должно получиться 30 петель, и потом, начиная с самой первой петли, ряд закрываем. Следующий ряд вяжем 3 петли, провязываем в каждую по 1, 4-ю, 5-ю убавляем. Захватываем петельку за переднюю стеночку петли и продеваем 3 петли в каждую по 1, 4-ю, 5-ю убавляем. Итак, нам нужно провязать до конца ряда, и в этом ряду у нас должно получиться 24 петли. И потом, начиная с первой петли, мы ряд закрываем. Следующий ряд мы вяжем без изменений, протягиваем в каждую петлю по 1 петле. В этом ряду 24 петли, и начиная с первой петли ряд закрываем. Следующий ряд вяжем 2 петли, убавка. Протягиваем 2 петли в каждую по 1. Третью, 4-ю убавляем. Провязываем 2 петли 1 петлей. И так продолжаем до конца ряда. 2 петли протягиваем в каждую по 1, третью, 4-ю убавляем. И в этом ряду у нас должно получиться 18 петель. И начиная с первой петли ряд закрываем. Сейчас уже можно набить наше туловище до конца.
При этом сразу формируем голову и туловище. В районе шеи набиваем поплотнее. Я полностью набила слоненка. И теперь продолжаем вязать следующий ряд. Одну петлю мы протягиваем просто. Вторую и третью делаем убавку. Провязываем 2 петли одной петлей от рабочей нити. И вяжем так до конца ряда. 1 петля, убавка, 1 петля, убавка. И в этом ряду у нас должно получиться 12 петель. И начиная с первой петли ряд потом закрываем. И теперь мы вяжем последний ряд. Нам нужно провязать подряд 6 убавок. Протягиваем по 2 петли одной петлей. И так провязываем до конца ряда. В этом ряду у нас должно остаться 6 петель. И эти петли мы потом будем стягивать. После того, как закрыли последние 6 петель, раскрываем несколько петель для того, чтобы нам стянуть отверстие, и закрываем его. Итак, все, мы связали полностью наше тело, закрыли отверстие. И теперь нам остается связать хобот. Итак, мы начинаем вязать хобот. Для этого нам нужно набрать по кругу петли. Петли будем набирать с левой стороны, вот с этой точки. Вот посмотрите, у нас есть вот такие вот перегородки, которые состоят из одной ниточки, то есть из полупетли. С левой стороны это такая вот перегородка, и с правой стороны. В этих местах нам нужно сделать убавки, чтобы у нас не было большого отверстия. Поэтому мы начинаем набирать петли вот с этой петли, вот с самого края, с левого. Берем рабочую нить и вытаскиваем первую петельку. Этот хвостик мы потом закрепим и спрячем. Продели первую петельку, и эту же петлю мы продеваем вот через эту перегородку. Но нужно подцепиться чуть-чуть ниже, чтобы у нас, потому что если мы сейчас вот так вот проденем, у нас здесь будет очень большая дырочка. Поэтому нам нужно подцепиться чуток пониже, подхватить 2 такие вот перегородки и сделать убавку. Вот, и теперь у нас здесь все хорошо. Протянули первую петлю сразу с убавлением. Дальше подхватываем петлю за 2 стеночки и протягиваем вторую, третью, девятая и 10. И мы дошли до того места, где нам нужно опять сделать убавочку. Вот у нас петля, которая одна перегородка, подхватываем чуть ниже, протягиваем раз, протянули петлю и подхватываем вот здесь вот в самом уголочке, и эту же петлю продеваем еще раз. Мы сделали убавку, это у нас 11 петля, дальше 12, 13, 14. У нас в работе должно быть 14 петель, и нам нужна еще одна петелька, с которой мы начинаем закрывать ряд. И вот ее вытаскиваем, 15-ю. То есть по кругу мы сейчас протянули 15 петель, но в работе у нас будет 14.
И начиная вот с этой самой первой петли, мы ряд закрываем, продеваем петля через петлю и двигаемся по кругу. Дальше следующий ряд мы должны провязать без изменений. То есть протягиваем в каждую петлю по одной петле, ряд закрываем. Сейчас мы должны протянуть 14 петель, то есть в каждую петлю по одной. Захватываем теперь уже переднюю стенку петли и протягиваем 14 петель по кругу. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. По мере вязания хобота мы будем его постепенно набивать. Итак, вяжем следующий ряд. Следующий ряд у нас идет убавление. Убавки мы будем делать под хоботом, то есть вот здесь вот. В этом ряду мы убавку сделаем в конце ряда. Протягиваем в каждую петлю по одной. И вот здесь в конце остается 2 последние петли. Мы делаем убавку, провязываем одной петлей 2 петли. В этом ряду у нас получилось 13 петель. И начиная с самой первой петли мы ряд закрываем. В следующем ряду у нас тоже должна быть убавка. В этом ряду у нас должно быть 12 петель. Теперь убавку мы сделаем в самом начале. То есть провязываем 2 петли одной петлей от рабочей нити. Сделали убавку и до конца ряда набираем петли, протягивая в каждую петлю по одной. В этом ряду у нас 12 петель. И начиная с первой петли ряд потом закрываем. В следующем ряду у нас опять должна быть убавка. У нас должно получиться 11 петель, поэтому убавочку я сделаю сразу в самом начале. Делаем убавку, провязываем 2 петли одной петлей от рабочей нити и дальше протягиваем в каждую петлю по одной петле. У нас должно получиться 11 петель, и потом, начиная с первой петли, ряд закрываем. Итак, мы провязали ряд, в котором у нас было 11 петель, ряд мы закрыли. И сейчас самое время установить глазки. Если глазки на безопасном креплении, то обязательно их нужно устанавливать сейчас, потом нам уже это будет сделать трудно. Итак, вот я отметила то место, где у меня будут глазки. Глазки у меня будут с ресничками. Вот такие вот глазки, 18 миллиметров. И отдельно вот такие вот реснички. Ресничка одевается на ножку глаза. И уже вот таким вот образом устанавливается. С глазками идут вот такие вот заглушки. И с помощью этих заглушек мы сейчас будем их устанавливать. Итак, вот у меня уже отмеченное место, там, где у меня будут глаза. Проверяем, все ли нам нравится, и защелкиваем глазки. И теперь сделаем небольшую утяжку.
Продолжаем вязать следующий ряд. И следующий ряд у нас без изменений. Мы протягиваем в каждую петлю по одной петле. В этом ряду у нас 11 петель. И начиная с первой петли ряд потом закрываем. Следующий ряд мы делаем одну убавку, делаем под хоботом, да, не забываем. Поэтому сначала мы делаем одну убавку, протягиваем через одну петлю и эту же петлю через вторую. В этом ряду у нас должно получиться 10 петель. Одна петля у нас есть, и протягиваем по кругу в каждую петлю по одной петле. В этом ряду у нас 10 петель, и начиная с первой петли ряд закрываем. И следующий ряд мы вяжем тоже без изменений, то есть протягивая в каждую петлю по одной петле, и у нас должно получиться 10 петель. Провяжите этот и следующий ряд самостоятельно. Следующие два ряда мы должны провязать по 9 петель. В первом ряду мы должны сделать убавку. Делаем сразу же в начале ряда мы делаем убавку. И до конца ряда протягиваем 8 петель. В каждую петлю по одной петле. Ряд закрываем. И следующий ряд вяжем тоже без изменений. Протягиваем 9 петель в каждую по одной. И ряд закрываем. В процессе вязания не забываем набивать хобот. И вяжем последние 3 ряда. Нам нужно провязать по 8 петель. В первом ряду мы сделаем убавку. Убавка нам нужна под хоботом, поэтому сначала одну петельку мы протянем просто. И следующую сделаем убавку. И протянем до конца еще раз, два, три, четыре, пять, 6. Всего в этом ряду у нас должно быть 8 петель. Этот ряд мы закрываем. И еще провяжите 2 ряда по 8 петель самостоятельно. Дальше раскрываем несколько петель для того, чтобы нам стянуть отверстие. Лишнее отрезаем. Итак, хобот у нас готов. И теперь нам останется пришить ручки и ножки. Итак, мы начинаем пришивать ручки и ножки. Ручки у нас будут вот так вот сверху. И ножки будут пришиты вот так снизу. Пришивать я буду на пуговках, то есть это такое вот пуговичное крепление. У меня будут вот такие вот пуговки. Итак, приступим к пришиванию лапок. Для этого нам понадобится вот такая вот длинная иголка, для того, чтобы мы могли продеть ее сквозь туловище, лапки. Еще я буду использовать обычную чулочную спицу. Также нам нужно подобрать ниточку в тон. Ниточка должна быть очень прочная. У меня это стопроцентный хлопок. И буду я ее использовать в 2 сложения. Итак, давайте приступим. Чулочную спицу я использую для того, чтобы мне обозначить то место, где у меня будут находиться лапки. Можем лапки одеть на спицу.
и посмотреть визуально, как это смотрится. Находим нужное расположение лапок. Вот я уже отметила, где они у меня будут находиться. Дальше подготавливаем иголку с ниткой. Еще раз повторю, что у меня ниточка в 2 сложения. 100% хлопок. Снимаю первую лапку и ввожу иголку вот в это место. То есть, как мы примеряли лапки, посмотрели, что у нас все хорошо, что нам все нравится. И в это место с внутренней стороны лапки я вставляю иголку. И вывожу ее с этой стороны. Мы примерили пуговичку, вот таким вот образом у нас будет пуговичка. Выводим иголочку с этой стороны и сразу одеваем пуговку. Вытягиваем ниточку. С этой стороны у нас должен остаться небольшой хвостик. И далее вкалываем иголку в другое отверстие пуговки. И в лапку выводим иголку прямо в этой же точке. При этом сейчас самое главное, чтобы ниточка у нас не запуталась. Поправляем пуговку. Хвостик. И дальше иголку мы вставляем в то место, где у нас отмечено спицей. Вставляем и с этой стороны выводим тоже, где у нас спица. Выводим. Поправляем лапку. Дальше иголку вводим во вторую лапку. Вытаскиваем спицу, все, она нам больше не нужна. И на вторую лапку одеваем пуговку. И вкалываем в это же место. И выводим с внутренней стороны. И начинаем потихонечку ниточки подтягивать. Дальше иголку вводим опять в то место, где у нас идет ниточка, и выводим с этой стороны в том же месте, где у нас нитка. Смотрим, чтобы пуговки у нас были ровненько, и начинаем потихонечку подтягивать. И также с этой стороны вводим в лапку и выводим в пуговку. И так прошиваем еще несколько раз.
И последний раз иголочку выводим с внутренней стороны лапки, с той стороны, где у нас оставался хвостик. Ниточку мы снимаем с иголки. И еще раз все подтягиваем. Все проверяем. Все смотрим, все поправляем. Если нас все устраивает, завязываем узелок. Причем делаем это несколько раз. 2, 3, 4. И ниточку мы прячем в лапке. Аналогичным способом пришейте ручки. И теперь вот у нас ручки и ножки могут двигаться. Я пришила слоненку ручки и ножки, а также сделала ему хвостик. Делать его достаточно просто. Раскрываем петельки от рабочей нити нужной длины. Это 3 отрезка примерно по 40 сантиметров. Дальше эти 3 отрезка протягиваем между петельками с левой стороны и с правой стороны. Получилось 6 ниточек. Складываем по 2 ниточки и заплетаем обычную косичку. В конце завязываем узелок, кисточку от хвостика подравниваем нужной длины. И в итоге у меня получился вот такой слоненок. Я очень надеюсь, что вам было все понятно. Если возникнут вопросы, обязательно пишите комментарии, я с удовольствием на них отвечу. А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием, всем удачи и до новых встреч!